他是要做菜吗？这刀如此小，食材也普通。我只演示一遍。Боевой континент 2. Анонс 146 серии. Насколько силен божественный артефакт «Нож призрачной резьбы»? Хо Юйхао создает духовный инструмент 9 уровня, потрясая всех. Тан Я находится на грани смерти, и перед своей кончиной она хочет родить ребенка для Бэйбэя. После того, как Хо Юйхао получил божественное наследие бога эмоций Рон Яньбина, его душа вернулась в тело. Он обнаружил, что получил от Рон Яньбина нож призрачной резьбы и технику клинка «Танец дождя дракона». Затем он вспомнил, что загадочный бог эмоций говорил, что подарит ему 2 божественных клинка, и один из них – это как раз нож призрачной резьбы, настоящий божественный артефакт. Пока он был потрясен, в его сознании внезапно взорвалась сложная и странная память, заполняя глубины его души. Хо Юйхао быстро стабилизировал разум, опираясь на свою мощную духовную силу, надежно защитил свое духовное море и постепенно запечатлел эту память в душе. Эта память содержала технику резьбы «Танец дракона», глубокое и удивительное искусство. Хо Юйхао спокойно стоял с закрытыми глазами, ощущая тайны этой техники. Он медленно поднял правую руку и потянулся к парящему божественному ножу призрачной резьбы. Клинок словно обладал собственной волей. Он мягко опустился на кончики его пальцев и превратился в сгусток призрачного синего пламени, яркого и ослепительного. Его рука плавно двигалась в воздухе, а синее пламя непрерывно вычерчивало сложные узоры. Открыв глаза, Хо Юйхао окончательно убедился, что его переживание в божественном мире было не иллюзией. Нож призрачной резьбы и техника «Танец дракона» были великими дарами бога эмоций. Рон Няньбин открыл Хо Юйхао часть своей истинной сущности, показав невероятную технику резьбы, превращая обычное приготовление пищи в искусство божественного уровня. Хо Юйхао осознал, что перед ним не человек, а существо из божественного мира. После этого Рон Няньбин предложил Хо Юйхао сделку. Он мог передать ему свою технику и знания, но взамен Хо Юйхао должен был унаследовать его божественное место. Это было приглашением стать богом и занять его позицию в божественном мире. Для Хо Юйхао это стало шоком, потому что он всю жизнь стремился к божественности, но не верил, что боги реально существуют. Теперь же перед ним стоял не просто намек, а реальный шанс войти в божественный мир. Глубже в этом заключалось то, что Рон Няньбин искал достойного наследника, способного принять обязанности божественного мира. Хо Юйхао оказался на переломном этапе своей жизни. Ему предстояло решить, принять путь Бога или остаться на прежнем пути развития. Чтобы проверить силу этой техники, он сразу начал обрабатывать редкий металл для создания алхимической печи, духовного инструмента 9 уровня. Легким движением руки призрачное синее пламя вспыхнуло на кончиках пальцев. Одним движением он разрезал край алого демонического эссенциального золота, и тот бесшумно соскользнул вниз. Скорость и точность создавали ощущение, будто его воля и божественный клинок полностью слились воедино. Его движения становились все быстрее. Обычно неразрушимое алое демоническое эссенциальное золото перед этим клинком обрабатывалось так же легко, как обычные овощи и фрукты. Тем временем Сюань Цивэн, закончив проверку зала духовных инструментов, вернулся в лабораторию и сердито уставился на оболочку. Он не мог поверить, что Хо Юйхао смог сделать ее за один день, и потребовал объяснений. Сюань Цивэнь всю ночь проверял оболочку и не нашел ни одного изъяна. Раздраженный, он указал на чертежи ядра и потребовал, чтобы Хо Юйхао полностью взял на себя создание всех ядровых массивов духовного инструмента 9 уровня, установив правило минимум 1 в день, иначе он не выйдет из лаборатории. Хо Юйхао был вынужден согласиться. Техника «Танец дождя дракона» придала ему огромную уверенность. Главная особенность ножа призрачной резьбы заключалась в том, что он игнорировал любые элементальные защиты. Любой металл резался как тофу. Он начал изучать первый чертеж ядра.
На следующий день сказал, что почти закончил, и сразу передал Сюань Цивэню полый металлический шар размером с апельсин. Тот застыл. Это был уже готовый первый ядровый массив. После проверки он окончательно убедился. Ху Юхао не только понял чертеж за полдня, но и идеально воплотил его. Сюань Цивэнь был в шоке. Точность ядровых массивов намного выше, чем у оболочки. Он час проверял и не нашел ни единого дефекта. Он решил во что бы то ни стало лично наблюдать за следующим процессом. Вечером Ху Юхао закончил изучение второго чертежа, но сначала пошел есть. Пока Сюань Цивэнь бегал за едой, тот уже создал второй массив, всего за 30 минут. На следующий день Сюань Цивэнь заранее подготовился и стал наблюдать за третьим, самым сложным массивом. Ху Юхао 3 дня изучал чертеж, после чего начал создание. Под наблюдением Сюань Цивэня его палец вспыхнул темно-синим пламенем, но это был не огонь, это был крошечный резец, движущийся с невероятной скоростью. Каждое движение было настолько быстрым, что даже Сюань Цивэнь не мог уловить траекторию, но точность была абсолютной. Металл разрезался, как мягкий тофу. Через час массив был завершен. Когда Ху Юхао влил в него духовную силу, он засиял оранжево-красным светом. Идеально. Сюань Цивэнь понял, он стал свидетелем чуда. Мастер 8-го уровня создал идеальный массив 9-го уровня. Истощенный Ху Юхао рухнул на стул. Сюань Цивэнь начал расспрашивать его о технике и ноже. Ху Юхао показал клинок, объяснив, что он признал его хозяином. Затем он согласился обучить технике танец дождя дракона Сюань Цивэня и Хэ Цайтоу. Тот был потрясен и даже поклонился ему, считая это величайшей милостью. В течение месяца Ху Юхао завершил все массивы печи. Финальную сборку выполнил Сюань Цивэнь. Тем временем Тан Я была спасена. После очищения от яда ее память вернулась, но тело сильно ослабло, и ей оставалось жить лишь несколько месяцев. Она хотела провести это время с Бэйбэем. Ее тело было истощено, лицо бледным, и она поддерживала жизнь за счет силы жизненного клинка. Бэйбэй страдал, видя ее состояние. Он искал синего серебряного императора, но безуспешно. Несмотря на это, Тан Я сохраняла оптимизм. Она извинилась за свое прошлое, он же винил себя. Она сказала, что хочет, чтобы он был счастлив, и раскрыла свое последнее желание – родить ему сына с фамилией Тан, чтобы продолжить род. Бэйбэй был потрясен и отказался, понимая, что ее тело не выдержит. Он расплакался и обещал, что не позволит ей умереть. Но Тан Я спокойно приняла судьбу и лишь хотела оставить после себя память для любимого человека. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.